Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Быстро, просто и главное вкусно. Все это как раз подойдет к сегодняшнему рецепту. Приготовим вкусный кексовый пирог на молоке к чаю. Без скромности, это самый удачный рецепт. Им я пользуюсь уже больше 3 лет. И конечно же, что и чем заменить, расскажу в процессе. Давайте уже скорее начнем. 200 граммов сливочного масла, которое несколько часов простояло при комнатной температуре. Растапливать его ни в коем случае нельзя. Взбиваем с таким же количеством сахара 2-3 минуты. Далее добавляем во взбитую массу 4 яйца. Но не все сразу, а строго по одному. Перемешиваем тем же миксером после каждого. Долго взбивать не нужно, так как масло все равно потом начнет отслаиваться, образуя хлопья. Вот что получается. В отдельной миске смешиваем 350 граммов муки, 1 грамм соли и 10 граммов разрыхлителя. Просеивать через мелкое сито. Просеяли и еще раз перемешали. Важно, чтобы разрыхлитель для теста распределился лучше в муке и обеспечил более равномерный подъем пирогу. Возвращаемся к маслу с сахаром и яйцами. Сюда необходимо влить 100 мл молока. Добавляем чуть больше половины подготовленной муки с разрыхлителем. Перемешиваем пока без включения, чтобы мука не разлеталась. И затем уже включаем и доводим до гладкой масляной однородной структуры. Вместо молока можно использовать апельсиновый сок, сок лимона, жидкую сметану или йогурт. Также в тесто можно добавлять цедру апельсина. Почему же остальную муку мы не добавляем сразу? Ответ прост. Мука разная и количество может слегка отличаться. Поэтому, когда видите, что тесто начинает накручиваться на венчике, то останавливаемся. Я готовлю по этому рецепту уже давно, поэтому всегда у меня ровно 350 граммов муки входит в тесто. Ни больше, ни меньше. Теперь добавляем изюминку, а точнее курагу. 70 грамм. Нарезаем ее кубиками и еще добавим 150 граммов мякоти банана. Банан берите не переспевший, чтобы он не расползся в тесте. Вместо этого всего можно добавить изюм, шоколад, не слишком сочные яблоки, вишню без сока, но с добавлением крахмала и так далее. Главное, с количеством таких добавок не переборщить, чтобы добавки не замочили тесто. Перемешиваем очень аккуратно уже с помощью ложки или лопатки. Затем перекладываем тесто в подготовленную форму. Диаметр моей формы 22 см, можно использовать 24 см в диаметре. Пирог просто получится чуть ниже, но с более ровной шапкой. Тесто стараемся разровнять по бокам. Постучим в форму, чтобы тесто легло ровнее. И можно выпекать. Духовка разогрета на 180 градусов. Время выпечки зависит от размера формы. Кекс готов, когда при протыкании деревянная палочка будет сухая. 22 см, время выпечки около 60 минут. 24 см 45-50 и так далее. В общем, чем ниже слой теста, тем быстрее пропечется пирог. Внутри тесто готовится более медленно, оно там еще жидкое, и поэтому всегда норовит порвать верхушку. Пару минут оставляем в форме, затем остужаем на решетке. Вкусный будет даже спустя пару-тройку дней. Но очень редко, конечно, остается так долго. И вот какой он сегодня. Влажный, маслянистый, ароматный. И безусловно вкусный. Да вы и сами все видите.
Не забывайте ставить нравится, делиться видео с друзьями, оставляйте комментарии. До нового видео, пока!